Лиса вырастила осиротевшего волчонка. Но спустя 2 года произошло нечто немыслимое. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам, правда, интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Зимой в одном из северных лесных районов, где на многие километры вокруг не было ни деревень, ни дорог, а температура по ночам держалась ниже 30 градусов, сотрудники охотнадзора проводили плановый объезд территории. Такие обходы зимой были особенно тяжелыми. Снег доходил до колен, техника часто глохла, а ветер пробирал до костей даже опытных егерей. Во время осмотра участка неподалеку от старой лесовозной дороги они заметили едва различимое движение в снегу. Подойдя ближе, они обнаружили волчонка, которому по внешним признакам было не больше 10 дней. Его глаза были еще мутными, движения то слабыми и некоординированными, дыхание прерывистым. Было очевидно, что он остался один. Накануне в этом районе была пресечена охота браконьеров, но волчья стая была уничтожена полностью. В таких условиях волчата без матери не выживают. Егеря понимали, что если оставить его на месте, он погибнет в течение нескольких часов. Решение забрать детеныша далось нелегко, но другого выхода не было. Волчонка осторожно завернули в теплую ткань, поместили в контейнер и доставили на кордон, где находился небольшой вольер для временного содержания раненых и ослабленных диких животных. Там попытались стабилизировать его состояние. Его согревали, поили специальной смесью, следили за дыханием, но улучшения были незначительными. Он постоянно скулил, даже когда был накормлен, быстро терял тепло, и было видно, что человеческого ухода недостаточно. В этом же вольере уже несколько лет жила старая лисица по кличке Рыжка. Она попала туда после тяжелой травмы лапы, полученной в капкане. Несмотря на лечение, лапа так и не восстановилась полностью, и вернуть ее в дикую природу было невозможно. Лису оставили при кордоне, обеспечив ей укрытие, корм и минимальный контакт с людьми. За годы она стала спокойной, осторожной, держалась особняком, но агрессии не проявляла. Егери знали ее повадки, знали, что она избегает конфликтов и большую часть времени проводит в своем домике. Мысль о том, чтобы подсадить к ней волчонка, сначала казалась сомнительной. Никто не ожидал, что лиса будет заботиться о нем. Речь шла лишь о том, чтобы он находился рядом с живым существом и мог получать тепло, которого ему так не хватало. Риск был, но времени на долгие раздумья не оставалось. В одну из ночей, когда стало ясно, что волчонок снова теряет силы, было принято решение попробовать. Его аккуратно перенесли в общий вольер и положили в стороне, наблюдая за реакцией. Лиса сначала долго не выходила из укрытия. Затем она появилась, остановилась на расстоянии, принюхалась, несколько раз обошла детеныша кругом. Егери были готовы вмешаться, но агрессии не последовало. Лиса легла рядом. Через некоторое время волчонок сам начал ползти в ее сторону и прижался к ее боку. Лиса позволила ему это. Она не оттолкнула его, не встала, не попыталась уйти, а наоборот начала вылизывать его, как своего детеныша. Так прошло несколько часов. Волчонок впервые за все время перестал скулить и уснул. С этого момента его состояние начало постепенно улучшаться. Он стал есть регулярнее, перестал резко терять вес, стал спокойнее реагировать на окружающее. Лиса согревала его своим телом, иногда вылизывала, реагировала на его движение и писк. Это не выглядело как полноценное материнство, но обеспечивало самое главное — тепло и постоянный контакт. Дни тянулись медленно. Зима не отступала. За окном кордона бушевали метели, потом наступали ясные морозные ночи, когда лес стоял абсолютно неподвижным. Волчонок рос.
Сначала он начал уверенно держать голову, затем вставать на лапы, потом делать первые неуверенные шаги. Он все время держался рядом с лисой, спал у нее под боком, повторял ее движения, реагировал на ее присутствие. Лиса относилась к этому спокойно. Она не играла с ним, но и не отталкивала. Иногда она мягко отодвигала его мордой, если он становился слишком настойчивым. Сотрудники отмечали, что именно этот контакт стал решающим. Без него волчонок, скорее всего, не пережил бы первые недели. Прошли месяцы. Волчонок заметно окреп, стал активным, начал проявлять типичное для своего вида поведение. К весне было принято решение готовить его к переводу в специализированный центр адаптации, где он мог бы научиться жить без постоянного контакта с людьми. День расставания оказался тяжелым. Волчонок беспокоился, вырывался, скулил. Лиса в этот день вела себя иначе, чем обычно. Она долго ходила вдоль ограждения, подходила к месту, где он обычно лежал, несколько раз возвращалась назад и отказалась от еды. После того, как волчонка увезли, она еще несколько дней оставалась вялой, почти не выходила из укрытия, затем постепенно вернулась к привычному режиму. Прошло около 2 лет. Лиса заметно постарела. Ее движения стали медленнее, шерсть потускнела, она больше времени проводила лежа. Зимой, во время очередного обхода, сотрудники заметили возле дальнего ограждения крупного волка. Он не проявлял агрессии, не пытался приблизиться и не уходил, несмотря на присутствие людей. Он просто стоял и смотрел. Когда лиса вышла из укрытия, волк остановился, сел и несколько минут смотрел в ее сторону. Между ними не было ни звуков, ни движений. Затем волк спокойно поднялся, развернулся и ушел в лес. Никто не мог с уверенностью утверждать, что это был именно тот самый волчонок. Но совпадение места, времени и поведения выглядело слишком точным. Для сотрудников эта история стала напоминанием о том, что в экстремальных условиях животные иногда ведут себя не так, как принято считать, и что простое тепло и отсутствие агрессии могут спасти жизнь там, где шансов почти не остается. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.